Всем привет! Сегодня мы вышли на прогулку и решили вам показать базарчик. Здесь приезжают фермеры с разных городов, неподалеку. Вот. И отправимся с вами в музей и покажем вам французский дом престарелых. Что вот тут есть на базаре, смотрите цены. Интересно, много всего, капуста, вот и фрукты там есть, такой вот он, вот, всякие колбасы, интересно, вот разные сыры есть, смотрите, какое количество их во Франции. Вот стулья старинные, которые реставрируют. Смотрите, какие очень красивые. А это что такое? Вода должна оттуда ватить. Вот, потекла водичка. Ой, я помню, когда-то в лагере, когда была маленькая, стояли такие штучки, колонки, не знаю, вот, чтобы можно было руки помыть. Даже некоторые дети воду там пили. Сейчас мы направляемся в сторону музея и должны пройти через такой маленький бамбуковый скверик, где находится дом престарелых. Мы находимся с вами в пригороде Гренобля, в Милане. Смотрите, детский садик. А вот кто-то решил заняться искусством. Что это такое? Ну, непонятно, что это. Наверное, это какая-то мусорка, но она закрыта на ключ. Так, ну ломать не будем французское имущество. Вот нам встретился какой-то маленький парк, через который мы можем пройти. Сейчас посмотрим, что здесь есть интересного. Ой, запах какой-то, не пойму, очень резкий. То ли цветы какие-то, то ли что-то цветет. Ой, у меня просто чувствительность к резким запахам. Вот когда цветут цветы, и вот я прям почувствовала, что что-то здесь цветет. Ну, ничего не увидела. Смотрите, там вдалеке горы в тумане. Очень красиво. А вот такой домик необычный. Смотрите, как идет. Как будто бы он волнистый и длинный такой. Вот домики частные, как у нас это называется, французские. Продолжаем наш поход в музей. Смотрите, какая ель красивая, большая. Ой, там шишек столько на ней много. Ничего себе, сколько их там. Можно подойти посмотреть поближе. Шишки. Ой, какие они большие и красивые. Смотрите, какие шишки. Прям как, не знаю, искусство. Очень красиво. Вот рядом тоже хвойное дерево.
Ай, какие елочки, иголочки. Пушистые. Ой, очень пушистые, прям мягкие такие. А это что за дерево? На инжир похоже, нет? Нет. А что это такое? Плоды. Не знаю. Тоже как шишки, но не Что это за дерево? Интересно. Смотрите, какой дом интересный с поделками деревянными. Похож на дом привидениями. Молодцы. Здесь салон красоты, банк BNP Paribas, один из известных французских банков. Там дальше аптека, ветеринарная клиника, ресторанчик. Вот почтовый ящик стоит, куда можно вбрасывать письма. Сейчас покажем. Вот такой вот желтенький ящик. Здесь сбрасываются письма для индекса, начинающегося с 38, с нашего региона ИЗР, Савой и от Савоя. Вот 38 начинается, 73, 74, а здесь для других департаментов. И международные письма. Вот такой вот интересный ящичек. А вот и почтальон. Ой, смотрите, здесь что-то, вот, Милан. написано клен пластинчатый, современный декоративный садовый вид. Это единственная по-настоящему структурированная улица в городе с рядами деревьев, Авеню Плен Флюрин, да. в которых доминирует элегантный клен. Вот геологический центр, да. Таинственное огромное учреждение с таинственным названием, с большим количеством, там, судя по машинам, проживающих людей. И чем они тут занимаются, это Ну, очень раньше интересно. здесь был вход открыт, да? Можно было туда заходить. Некоторые здесь молодые люди на гамаках качались, подвязывали вот туда вот деревьям гамаки и на них качались, отдыхали летом. Но сейчас здесь все закрыли, уже туда не попасть просто так. Поэтому можем только любоваться сдалека. Ну, в принципе, все равно мы достаточно близко смогли попасть. Видите, частные владения. Вот французская молодежь приучается к спорту с раннего детства. А вот бамбук. Смотрите, начинается бамбуковая такая вот маленькая роща из бамбука. Смотрите, сколько его здесь, он высокий. Тут есть стволы достаточно крупные. Посмотрите, какой крупный. Я даже практически, вот я даже не могу его полностью обхватить. То есть достаточно крупный. С этой стороны продолжается теологический центр с башенкой наверху.
подошли к дому престарелых. Пробираюсь сквозь бамбук, чтобы поближе показать. Ой. Вот балкончики, там даже есть цветочки. Это беседка. Так, ну попробуем пойти с другой стороны, подойти, вот лучше будет видно. Вот тут уже, конечно, получше видно. Вот он, получается, четырехэтажный, да? Раз, два, три, четыре. Если считать вот этот этаж, который на уровне 0 или -1 частично. Вот интересно во Франции, да? У нас это считается первый этаж, а у них нулевой, да? Рez-de-chaussée. То, что мы называем первым этажом, у них называется нулевой. Вот, конечно, такой дом престарелых. Довольно-таки стильный, современный. Тут могут пожилые люди отдыхать. Смотрите. Вот такое вот здесь стульчики. И даже зонт есть в жаркую погоду. Укрыться в тени. Тут можно видеть пожилых людей гуляющих. Вот как там вдалеке. Тоже вот колонка такая. Смотрите, какая аллея из вьющихся растений. Вот это розы все. Вот розы посаженные. Здесь очень много хвойных деревьев. Смотрите, какая дорожка здесь интересная, сделана маленькая. Какая-то птичка, вы слышите? Свистит. Но, к сожалению, нам не удастся ее увидеть. Очень хорошо. Здесь очень хорошо пожилым людям, конечно. Тихо, спокойно. Никто не мешает. А вот там даже розы есть, которые еще не отцвели. Смотрите. Вот дом престарелых. Сдалека. Ой, собачка. Смотрите, домик тоже симпатичный такой. Здесь даже есть как садик небольшой на нулевом этаже. Но сейчас холодно, конечно. Особо не посидишь на улице. Погода налаживается. Туман практически уже уходит. Даже уже ушел, наверное, практически. Только чуточку там облака остались вдалеке. И скоро выглянет солнышко. Вот такие французские ставни. Практически в каждом доме. Могут быть разных цветов, из разных материалов. Ну, в основном металлические или деревянные. Так закрываются. Сейчас, конечно, в современных домах начинают уже ставить автоматические железные жалюзи. Но в старых домах еще можно увидеть вот такие вот красивые
ставни. Мы уже практически подошли к музею, да? Уже он недалеко здесь находится. Вот там находится чуть дальше частные дома. И автобусная остановка. Так. Ну вот, мы подошли к музею. Вот есть здесь вывеска ТБ. Профиль художника Эбер и годы его жизни указаны: 1817-1908. Вот мы подошли к музею. С одной стороны находится вывеска. Здесь художники приезжают и выставляют свои картины, в основном на продажу. Часы работы. Кроме вторника с 10 до 6 каждый день. В воскресенье с 10 до 6, с 1 октября по 31 мая и с 10 до неизвестности, с 1 июня по 30 сентября. Вход бесплатный. Закрыто 1 января, 1 мая, 25 декабря. 1 вот. мая здесь тоже Вход. день труда. Да, Когда как у нас. когда никто не работает. Вот вход в сам музей. Открыто каждый день, кроме вторника с 10 до 6. То есть, по сути, то же самое, как и там с воскресенья с 10 до 6. С 1 октября по 31 мая с 10 до 6. С 1 июня по 30 сентября. Вход бесплатный. И точно так же закрыт 1 января, 1 мая, 25 декабря. Вот мы заходим в музей. Вот это Посмотрите, поместье какие было красивые цветы. вот этого известного художника Эбера. Вот здесь он жил со своей семьей в этом большом доме. Теперь здесь музей. Это вход в сам музей. Какая скульптура. Еще одна статуя. Фонари достаточно большие. А вот колокол. Была однажды такая интересная история. Мы пришли сюда с нашим другом, и наш друг решил позвонить в этот колокол. Тут же прибежал охранник и сделал нам замечание, что нельзя так баловаться. Вот. А вот интересно, для чего у них этот колокол. Наверное, они в него звонят, когда пора уходить из музея. В 6 часов закрывается, без 5-6. Я, по-моему, слышала пару раз, они звонили перед закрытием.
опять ставни французские. А вот и сам бюст самого художника. А внизу что-то написано на латыни. Вилла можно разобрать. Вилла Что Эбера. еще можно разобрать тут? Эбер это имя художника, Эрнест Эбер. Что еще? Анно это год. Ну, поскольку мы не знатоки латинского языка, посмотрите, какой фонтанчик. Тут есть столики со стульями. Можно прийти здесь, если хорошая погода, или почитать, или покушать. Как интересно сделан проход, да? Интересно, как тут было при жизни самого Эбера. Наверное, тоже был красивый сад. Да, я думаю, красивый сад. Ничего этого не было вокруг. Он мог сидеть, Это наверное, у себя его на поместье террасе. тут простиралось на большей территории, чем сейчас музей. Там еще дальше, теперь сделали теннисные корты, там дальше. И есть. наблюдать с высоты за Там рядом теннисные корты, где, красивыми по-моему, горами. Депардье снимался в каком-то фильме. Да, рядом находятся теннисные корты, где, да, Депардье снимался. Только надо будет узнать, что это за фильм. Смотрите, сейчас в музее проходит интересная выставка. Посмотрите, здесь проходит выставка таких интересных скульптур. Один из скульпторов сделал некоторые вещи. Вот, например, вешалка. Посмотрите, гигантская вешалка. Вот эта часть практически доходит до моей головы. То есть можете представить, какая высота. Ну, одежду там не получится развесить. Ой, посмотрите, какая большая скамейка. Написано, что залазить могут до 15 человек сюда максимум. Можно залезть, да? Да, написано, можете залезать, Сюда залезть. но до 15 человек. 15. Ну, здесь, я не знаю, как можно сюда залезть.
Вот приближаемся теперь к большим калошам. Резиновые сапоги. Ну что, попробуем в них лезть? Как ты думаешь? Или мы там утонем в них? А тут можно залезть и не вылезти потом. Да. Это экспозиция хрупкая, пожалуйста, не трогайте и не залазьте сверху. Вот маленький прудик здесь есть. Посмотрите, как красиво. Здесь даже кувшинки были. Но сейчас, наверное, их нету в это время года. Рыбок не видно. Парк достаточно большой, я вам хочу сказать. Очень большая территория. Здесь можно гулять, сидеть на лавочках, отдыхать. Очень красивый парк. Посмотрите, как красиво, особенно в этот период года, в осенний. На фоне желтых листьев, желтых деревьев и на фоне зеленых деревьев. Очень необычно получается, как будто половина осени и половина лета. Очень красиво. Вот это ракурс с другого угла. Посмотрите, невероятная красота, как будто мы находимся с вами в сказке. Очень красиво. Тут есть такая маленькая тропинка. Сейчас посмотрим, куда нас приведет. Вот есть стена из камня. Не знаю, наверное, это что? Почему они оставили эту стену? Наверное, это осталось, было что-то от предыдущей какой-то постройки, да? Или может, почему они сохранили это? Может, тут какая-то стена была. Вот. Аллея из деревьев. Это тополь, наверное, да? Даже не знаю. Или клен. Я не знаю. Вот посмотрите, какая необычная. Ствол очень необычная кора, да. Непонятно. Как бы кора почти вся осыпалась. Да, и это причем на всех деревьях. А вот интересное дерево. Посмотрите на эти корни. На чудовище из «Властелина колец», которое из воды. Да. Там щупальца высунули. Да. А также пираты Карибского моря. Да. Посмотрите, какие корни интересные выглядывают. Вот аж так высоко выросло дерево. Не знаю, сколько ему лет, здесь ничего не написано, но вот так вот необычно у него растут корни. Тут очень много хвойных деревьев встречается, потому что в Гренобле и в окрестностях достаточно тепло зимой, и редко температура опускается ниже -2. Очень редко бывает -5. В основном нулевая температура.
Вот мы приблизились к следующему экспонату. Посмотрите, тележка. Ну, достаточно большая. Посмотрите, голова практически доходит до конца. Ну что, Ну что, отправляемся в супермаркет за покупками. Так можно полмагазина скупить. Ну, на полгода точно хватит. По крайней мере, не надо каждую неделю ходить. Очень удобно. Надо будет подумать над этим предложением. Да, все. Так, мы приближаемся к маленькому фонтанчику. Это можно зайти будет с той стороны. Там еще какой-то экспонат. Канат. Канатная веревка. Ну что, попробуем ее поперетягивать, кто кого. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим. Да, ну, наверное, даже и не стоит пробовать, судя по размерам. Не прикасаться даже. Ну да, и просят не прикасаться. Хрупкая вещь. Хрупкая, да. Ну вот, посмотрите, обвивается вокруг дерева. Как они ее так вокруг дерева обвили? Я не знаю, может Интересно. быть она гибкая какая-то, сделана из гибкого металла. Не, думаю, что они ее собрали из частей. Каким-то Может быть. образом. Но здесь нигде не видно, что она как-то соединена между собой. Да, это очень необычно. Ну что? Ничего там нету, да? Ну, не видно ничего, достаточно цельно сделано. Мы не смогли понять. Хорошо, пойдемте с вами посмотрим сейчас на фонтанчик. Вот маленький фонтанчик с кувшинками. Рыбок здесь тоже нету. Жалко. Ну ничего. Стоят вокруг лавочки. Присядем после нашей долгой прогулки. А вот есть следующая экспозиция. Смотрите, сушилка для белья. Солнце отсвечивает, не видно. Ну вот здесь даже белье висит. Тоже очень большая, выше меня в 2 раза. Сушилка для белья. В общем, кому надо высушить Постельное все, белье. что только есть в квартире, Особенно постельное белье. Да. я думаю. можно приходить сюда и сушить. Тут виднеется домик, где жил сам художник. Так, маленький домик. Да. Попробуем зайти туда, да? Посмотреть, разрешат ли нам кое-что снять. Если удастся снять, может быть, хоть чуть-чуть. Вот Вот опять этот дом- ставни. Этот дом, собственно, эта вилла, собственно, внутри, там и есть там музей. Да. Там его картины находятся, а также картины его друзей. А также его обстановка, которая была при... А вот можно сюда заходить. При его Нет, это жизни. для людей на инвалидных колясках, да? Да.
Сюда мы не можем зайти с этой стороны, к сожалению. Ну, попробуем обойти. Вот мы подошли к розариуму. Дальше есть небольшой фонтанчик, но он сейчас не работает. А вот посмотрите, что это? Это шиповник? Похож, да? На шиповник. Ну, наверное, это он. Тут все в своих пропорциях. Огромные шипы, маленький шиповник. Да. Вот, посмотрите, фонтанчик такой. С головой льва. Вот мы зашли внутрь. Это его автопортрет самого художника. Вот его произведение. Вот 1839 года. Портрет Эрнеста. Ну, мы не останавливаемся на каждой картине, потому что мы не знаем, можно ли это все снимать. И к тому же видео никогда не сможет заменить посещение музея. Да. Вот, пожалуйста, посмотрите, какие стулья остались. Это, наверное, Садиться здесь нельзя, предупреждение. это, Ну, наверное, это понятно. именно оригинальный стул стоит слушать. Да. Может быть, из этой Посмотрите, какая красота. Они сделаны, по-моему, такое впечатление они из дерева, но все-таки из дерева. А Лучше вот не как трогать, будто наверное, металл. руками, а то сейчас рассыпется. Сам часто художник, я знаю, даже рисовал на салфетках. Даже, Ну, когда ему приходилось вдохнуть. да. Смотрите, столик со стульями. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж. И здесь есть знаменитая его картина «Поцелуй Иуды». Вот терраса. А можно выйти на террасу? Да, я сказала, чтобы пройти в дом, надо пройти по террасе. Выставленная такая, это именно, когда мы потом пройдем, это не пытаемся показать. Это его мастерская. Везде. Это его фотографии. Лук той эпохи. Одежда. А может, он просто хотел оставить в черно-белом цвете? Это явно именно картины местной природы. Это Посмотрите. пастельные мелки. Как интересно. Той эпохи. Я думаю, что
кисти. Они вполне напоминают современные. Да. А вот это русский... Вот такой вот потолок. Это, мне кажется, тут изображена А там, по-моему, написано. Богородица, которая Может, представляет подойти. сам удар Иисусу Христу на небе. Вот такая католическая картина. Руками не трогать написано. Вот кисти, краски. Вот стул. Наверное, он сидел на этом стуле и рисовал. Посмотрите, какой интересный стол. Наверное, это ручной работы. Это все вырезано. Посмотрите, как красиво. Очень необычно. К сожалению, тень падает. И я не смогу показать хорошо. Но это все сделано из дерева. Принадлежности, краски, акварели. А вот инструменты есть. Посмотрите. Что это, балалайка? Вот сам художник, портрет, его фотография. К сожалению, отсвечивает стекло. Я не знаю, будет ли вам хорошо это видно. Ну, попробовала показать. Вот такое вот помещение. А сейчас мы с вами поднялись на террасу. Это, кстати, теннисные корты. На второй этаж. Да, вот. Видите, там играет теннис. Понял, там снимался недавно где в каком-то фильме. Здесь можно посидеть на шезлонгах. Ну что, хочешь присесть? Очень хорошо. Да, здесь, наверное, летом можно даже загорать. Посмотрите, как красиво. Здесь есть лифт, на котором можно спуститься на первый этаж. Но это, конечно, уже современное произведение искусства. Это что его, наверное, гостиная, да? Наверное, где он принимал гостей. Или он тут, может быть, музыкой занимался. Вот принцесса Мальтильда. Мы попадаем во второй зал. Это комната самого художника. Да, наверное, спальня. Вот его кровать. Такая маленькая. Он такого маленького роста был. Очень маленькая. Как для ребенка. Дальше. Тоже находится стул. Здесь что-то нарисовано.
можно увидеть с этой стороны. Посмотрите, какая люстра большая. А зеркало большое. Можно увидеть себя в полный рост. Здесь находится посуда того времени. Вот. Вот здесь тоже ваза для варенья, тарелки. Это лестница на следующий этаж, но сюда нельзя заходить, закрыто. Мы спустились на нулевой этаж. Что мы здесь видим? Столовую, да? Да, столовая. Так интересно посмотреть, какой умывальник был у художника. Как фонтанчик, маленький фонтанчик. Ну, люстра, наверное, современная, так думаю, да? Мы проходим дальше. Вот тоже портрет самого художника. 1834 год. Это гостиная, тоже получается большая, с камином, с вазами. Картины его здесь. И мебельный гарнитур. Прям как 12 стульев. Может, где-то здесь в одном из стульев хранится сокровище спрятанное. В общем, мы все посмотрели, что могли посмотреть и поснимать. Поэтому очень бегло, это надо приезжать, чтобы действительно увидеть, да. надо действительно Поэтому приехать. приезжайте в этот музей. Здесь очень красиво, советуем всем побывать здесь. До новых встреч!